Всем привет! Сегодня на обзоре герой высокомерный. Данного героя у нас добавили в будущем X10, поэтому сегодня посмотрим, на что данный герой будет способен. И также напоминаю, что данное видео у нас записано на тестовом сервере. Высокомерный у нас является легендарным героем фракции Кошмар, класс Боец с обычным типом урона. Область атаки данного героя значительно больше, чем у остальных героев ближнего боя, и при покраске звезд данный герой будет впереди себя бить не на 2 клетки, а на 3. И у данного героя есть противовоздушный урон, то есть данный герой у нас может бить по воздуху, и также данный герой у нас имеет поджог. По его характеристикам при максимальном уровне очки здоровья составляют 17509 единиц, атаки 5248 единиц и защиты 2786 единиц. Как для героя ближнего боя, атаки у данного героя не так много, то есть среднее значение. Стоимость данного героя 18 единиц, блокирует максимум 2 цели, ну и время возрождения стандартное 60 секунд. Интервал атаки 2,4 секунды. Что позволяет нам с помощью скорости атаки очень сильно уменьшить данный интервал примерно до 1,6. Переходим к навыкам и талантам данного героя. Забегая вперед, данный герой может наносить урон как вблизи, так и с дальнего расстояния. Если цели находятся на дальнем расстоянии, герой применяет демонический лук, который накладывает на цель поджог. Если цели будут рядом находиться с данным героем, то он будет применять демонические клинки. В обычном состоянии шансом 30% увеличивается скорость атаки героя на 40 единиц, и данный баф суммируется до 3 раз в течение 10 секунд. Его базовая атака атакует одного врага в пределах одной плитки демоническими клинками, наносит 100% урона. Атакуя врагов, которые находятся дальше или в воздухе, наносит урон одной цели, стреляя из демонического лука. Здесь как раз и применяется его талант. Максимум урон мы можем увеличить на 20%, итого получим 120% на базовом навыке. Далее адский пир, это его пассивный навык, который бафает его ультимативную способность. В стойке берсерка каждый раз после убийства одного противника получает один бонусный заряд к скорости атаки от таланта. Когда действие стойки заканчивается, 2 раза наносит 80% массового урона до 10 врагам вокруг. Максимум мы можем увеличить этот урон на 100%, итого 180% массового урона вокруг себя дважды. Следующий его навык, танец дьявола, также является пассивным навыком. Демонический лук и демонический бумеранг с шансом 15%. Атакует несколько целей, максимум 2 цели. Демонические клинки с шансом 15% атакуют дважды. То есть демонический лук у нас может стрельнуть в 2 цели и их поджечь. Если цели рядом с нами находятся, то демонические клинки с шансом 15% могут атаковать дважды одну и ту же цель. И его ультимативная способность, адский огонь, переходит в стойку берсерка. Атаки наносят 260% урона. Дальность базовой атаки увеличивается, и атакуя врагов на большом расстоянии, использует клинок, который наносит врагам рядом с целью массовый урон в размере 20% урона, нанесенного цели, и накладывает на всех врагов, получивших урон, эффект поджог. В данном навыке мы можем увеличить на 100% урон от атаки, который будет составлять уже 360%, и массовый урон мы можем увеличить на 10%, итого мы будем иметь 30% массового урона. И использование навыка снижается на 150 единиц ярости, итого будет составлять 750 единиц. А данный навык у нас будет работать в течение 20 секунд. Переходим к его пробуждениям. На первом пробуждении у нас усиливается его ультимативная способность. В стойке берсерка все базовые навыки восстанавливают 5% очков здоровья. То есть, когда у нас работает ультимативная способность, мы будем восстанавливать себе здоровье. На втором пробуждении наш крит урон увеличивается на 15%. На третьем пробуждении наносит на 15% больше урона целям под действием эффекта поджог.
Он может сам поджигать цели с помощью своего демонического лука, либо когда у него работает ультимативная способность, поэтому практически всегда у него будет урон увеличен на 15%. На 4-м пробуждении восстановление ярости от атаки увеличивается на 2 единицы, то есть мы быстрее будем набирать нашу ультимативную способность. И на 5-м пробуждении опять усиливается его ультимативная способность. При переходе в стойку берсерка получает максимальный бонус к скорости атаки от таланта. Урон, наносимый первыми 5 атаками в стойке, будет увеличен на 100%. То есть мы от нашего таланта максимально сразу получим скорость атаки. То есть нам не нужно будет с вероятностью 30% их набирать. И первые атаки у нас еще больше нанесут урона на 100%. Исходя из его пробуждения, могу сразу вам сказать, что данному герою необходимо взять 5-е пробуждение, но как минимум 1-е пробуждение нам необходимо, чтобы мы восстанавливали свои очки здоровья. Ну и желательно хотя бы дойти до 3-го пробуждения, чтобы уже иметь увеличенный урон по целям, на которых работает поджог. Переходим к артефактам. На данного героя есть 3 артефакта, которые я бы на нем использовал. Первый вариант — это безупречный клинок. Он увеличивает наносимый урон на 6%. Каждые 4 секунды, пока мы не будем получать урон. И данный баф суммируется 3 раза. То есть 18% при непрокачанном артефакте мы будем иметь. Если нас кто-то ударит, то с нас снимается 1 уровень данного эффекта. Второй вариант — это смотрящий в пустоту. Наш урон будет увеличен по целям, которые находятся дальше, чем на 1 плитку от героя. И за каждую плитку от героя до цели после первой наш наносимый урон будет увеличиваться на 3%. Тоже как вариант, мы будем бить далеко, но если нас будут бить в ближнем бою, данный артефакт уже работать не будет. И третий вариант, если мы берем героя на кланового босса, можно использовать алую охоту. Наш урон будет увеличен на 20% по тем целям, на которых будет наложен эффект кровотечения. Но, на мой взгляд, лучшим выбором, конечно, будет на данного героя безупречный клинок. По снаряжению на данного героя нам необходимо собирать большое количество атаки, скорости атаки, крит шанса, крит урона, как и для всех героев ближнего боя. По левому сету оружия и броня можно собирать бедствие, которое повышает нашу атаку на 25%. Но лучшим вариантом это будет сет воеводы, который увеличивает и атаку на 25%, и дополнительно дает скорость атаки плюс 30. По правой стороне лучшим выбором будет сет адского рева. Данный сет вы можете получить в 3-м рейде на 3.19, 3.20 и на 3.21. Если вы не можете проходить 3-й рейд, то на 2-м рейде можно выбить себе нескончаемый гнев. Также эти сеты фармятся на 2.19, 2.20 и 2.21. Если вы не фармите 19 этажи, можно на данного героя использовать ночной ужас, который увеличит урон на 25% на 3 секунды. А у данного героя интервальная атака очень низкая, поэтому данный баф будет накладываться постоянно на данного героя. А по скорости атаки данному герою можно не собирать до 300 единиц, потому что этот герой у нас относится к кошмару. С помощью ауры лорда скорость атаки мы можем увеличить на 35%, и дополнительно за счет его таланта он также может себе разгонять скорость атаки. Скоростью атаки можно чуть-чуть пожертвовать ради крит урона, крит шанса и процентной атаки. Теперь рассмотрим данного героя в кампании и в рейдах. В кампании данный герой себя чувствует великолепно. У данного героя есть как атаки ближнего боя, как атаки дальнего боя. Также он может наносить урон летающим монстрам. Для кампании это великолепный выбор, как на старте, собственно, аккаунта. В рейдах для продвижения мы можем брать его для эмблем ближнего боя, эмблемы выносливости. Там он зайдет великолепно. Магов, стрелков, к сожалению, там этого героя не поставишь. Рейд для ресурсов, рейд для опыта и рейд для золота. Мы можем также этого героя брать. Но помним, что данный герой у нас наносит массовый урон только с помощью своей ультимативной способности. Ну и по окончанию самой ульты
он вокруг себя также нанесет дополнительно 2 волны по 180% урона. Да, можно сюда его брать, но ему нужен либо танк, либо второй массовик. Один в соло он данные рейды не сможет зафармить. На боссе гильдии данный герой себя также чувствует великолепно, он наносит огромное количество урона, и если правильно его собрать, то этот урон будет около 100 миллионов, но опять-таки вам нужен будет для него Торадор. Если у вас Торадора нет и есть только гнев, то я думаю от 40 до 60 миллионов он 100% у вас будет набивать. В первом рейде его в теории можно взять, поставить за стены, чтобы он наносил свой массовый урон. Но в соло он это пройти не сможет. И не забываем, что у него обычный тип урона, который будет срезаться некоторыми мобами, у которых очень большое количество защиты. Поэтому в рейде для снаряжения мы его берем как дополнительного героя, который сможет чуть-чуть помочь с уроном по области. На втором рейде мы этого героя также можем использовать до 18 этажа. Мы можем его поставить как за танка, так и боком, чтобы задевать две стороны и убивать тем самым големов. Но в 19, 20 и 21 этажах ему уже применения не будет. В рейде для снаряжения 3 данный герой у нас может заходить до 1.18. Потому что у нас и там идет одна база, и около нее, если данного героя поставить, если наши лучники не справляются, данный герой сможет убивать всех воздушных монстров. На 19, 20, 21 этаже у нас уже будет 3 базы, поэтому данному герою уже там делать нечего. В третьем рейде с 1 по 18 этаж он вам сможет помочь. Рейд для материалов, артефактов. Данный герой также заходит идеально. Данного героя мы ставим на вторую линию. Он сможет убивать и мелких мобов, и дополнительно сразу бить по Салазару. Плюс поджигая его, потому что будет всегда идти дальний урон, потому что Салазар у нас будет находиться через одну клетку от данного героя. Поэтому для Салазара это идеальный вариант, если у вас нет Зелиту. А если у вас есть Зелиту, то 18 этаж будет пройти не проблема. В испытаниях, фракциях и в приливе герой также идеально заходит, потому что очень много урона, плюс и массовый урон, и дальний урон, и ближний урон. Переходим к арене. Данный герой у нас очень хорошо заходит в противовоздушку, потому что данный герой у нас может дамажить и по воздуху. А также герой хорошо зайдет в одиночную цель, непрерывный урон за счет своего поджога, за счет своей дальности атаки. Его можно будет ставить за наших ДД героев, либо за танков, с помощью чего он сможет наносить урон. В массовый урон не вижу в нем, если честно, смысла. Там лучше, конечно, заходят у нас маги. Расставим оценки данному герою. Испытания фракции 5 баллов. Здесь даже думать нечего. Рейд для золота и рейд для опыта. Я бы не поставил бы ему 5 баллов. Скорее 4. Потому что в соло он это пройти не сможет. И нам необходимо будет ждать его ультимативную способность, пока она наберется. И все равно потратится небольшое количество времени. Но в теории можно его туда взять. Прилив 5 баллов, оно и понятно. Рейд для материалов 5 баллов. Здесь даже думать опять-таки не о чем. Рейд для снаряжения. Я бы поставил бы ему 5 баллов, но поставлю 4, потому что на 19, 20 и на 21 этаже я не вижу в нем никакого смысла. Арена противовоздушная 5 баллов, как я говорил ранее. Урон по одиночной цели также я ему выставлю 5 баллов. Непрерывный урон я поставлю 4 балла. Почему? Потому что данного героя можно также заменить. Поджог у нас может накладывать гнев. И здесь мы можем взять, если у нас просто больше нет нормальных дамагеров. Поэтому данный герой здесь получит только 4. Рейд для снаряжения 4 балла, потому что, как я говорил ранее, на 5 баллов он не потянет, потому что массовый урон у него не такой большой, как хотелось бы, но и бьет в соло цель. Босс гильдии, вот здесь я ему поставлю 5 баллов, потому что очень много наносит урона в правильных руках. А массовый урон здесь я, скорее всего, поставлю 3 балла, потому что лучше брать туда магов. И рейд для снаряжения 2 также поставлю 4 балла. На 5 он, к сожалению, не дотягивает, потому что на 19, 20 и 21 этаже ему делать нечего.
Итог по герою. Данный герой очень много поможет закрыть вам контента в данной игре. Да, он не поможет вам во втором, в третьем рейде, на 19, 20, 21 этажах, но до них везде, во всех активностях данный герой вам поможет. Поэтому это универсальный герой, который может и наносить урон в ближнем бою, в дальнем бою, по воздуху может дамажить, плюс поджигать, плюс имеет массовый урон. Единственный возможный минус, что у него обычный тип урона, может быть здесь хотелось бы что-то иметь другое по типу проникающего, либо магического, но и так все равно данный герой имеет большое применение в данной игре. На этом сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам видео понравилось, дизлайки, если не понравилось. Также пишите свое мнение в комментариях по данному герою. Многие им играли на тестовом сервере, поэтому пишите также свои комментарии, если с чем-то вы не согласны, либо наоборот, если поддерживаете весь данный обзор. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья, и всем пока.